Всем привет! Привет! Добро пожаловать к нам на канал. Очень рады нашей новой встрече с вами. Ну а мы продолжаем в этом видео благоустраивать нашу дачу и ремонт в этой комнате. Чего здесь не хватает, так это освещение, которым займется Роман. Да, я постараюсь убрать вот эту старую люстру и сделать что-нибудь такое интересненькое и элегантное. Да, еще планируем по периметру этой комнаты наклеить плинтус, его как раз не хватает. В общем, всем приятного просмотра и мурняшного настроения! Побежали работать! И поскольку на улице сохраняется такая жара, все цветет, пчелки опыляют цветы, то и идея нам пришла сделать люстру в виде сот. Ну, пойдемте в мастерскую и посмотрим, что же можно сделать. Еще от прошлых поделок у нас поставались вот такие обрезки доски 20 на 80. И поэтому как раз из них мы сделаем боковые части нашей соты. Сота это шестигранник с 6 внутренними углами. Каждый угол, да, если окружность 360 градусов, то каждый угол будет по 60 градусов. А поскольку моя торцовочная пила рассчитана только на угол 45 градусов, то 60 нам никак не вымерять. Ну, мы понимаем, да, что 60 это те же самые 30. Да, от 45 15 в любую сторону. Да, либо 60, либо 30. Поэтому как раз сейчас выставляем 30 градусов. И это будет подходящий для нас угол. Упора находится у нас здесь, но мы видим, что расстояние больше 20 сантиметров. Для соты это очень много. Поэтому я взял вот такой кусок доски. Сюда его вложу. Это будет тоже такой своеобразной упорой. И получится, что одна сторона соты будет около 14 сантиметров в длину. Этого как раз хватит. Я очень люблю работать на торцовочной пиле, тем более, что это новый инструмент у нас. Но всегда безопасность превыше всего. Поэтому вот делаю такие беруши, чтобы не травмировать уши. И защитные очки. Они всегда нужны в такой работе. Ну что, пробуем пилить угол. Вначале край отпилим ровненько. А потом будем каждую деталь отдельно делать. Вот так. Вот, получается эти 30 нужных нам градусов. Нам нужно два одинаковых угла, но чтобы они были внутренними. Поэтому теперь я разворачиваю доску и так же само буду отпиливать. Так, аккуратненько. Вот такая деталька получилась. Это грань нашей соты, одна грань, а нам нужно таких 6. Поэтому сейчас мы остальные доски тоже распустим по такому принципу. Вот такой вот плинтус мы выбрали. Такой же плинтус у нас поклеен в той комнате, где находится печь. Этот плинтус нам очень понравился. Он не сильно узкий и не широкий максимально. Ну, в общем, выбор остановился на этом плинтусе, поэтому мы его тут тоже поклеим в этой спальне. Начну клеить с этого угла, но вначале отнесу плинтус к Роме, чтобы он не отрезал угол под 45 градусов. Так. Кстати, дорогие наши зрители,
Столько много комментариев по поводу крылечка нашего старого, что его нужно срочно переделывать. Да, мы его будем переделывать, но немножечко позднее. Рома, Что? нужна твоя помощь. Отрезать под 45? Да. Сейчас сделаем. Так, все, отдаю в твои надежные руки. Наложу один плинтус на другой разными сторонами. И сейчас отпилим. Я бы покрасила в цвет стен. Стены казались бы, ну, скажем так, выше. А так у нас, в принципе... Почему я вечно как замудрю? Плинтус решила окрасить белой акриловой краской. Могла бы покрасить, конечно, в цвет, но осталась краска, могла бы и покрасить и в цвет стен, но тогда стены казались бы еще выше. Но нам это не надо, поэтому пусть будет белый плинтус, он мне даже больше так нравится. Вообще здорово, что сейчас у нас есть свет, и можно работать спокойно, уютно и комфортно, потому что в нашем поселке частенько бывает перебои с электричеством, особенно если там непогода, да, какой-нибудь сильный ветер или дождь. А этой зимой, помню, когда было такое сильное обледенение, а потом еще и снегопад, у некоторых людей вообще не было света по 2-3 недели, а то и больше. Даже не представляю, как они выкручивались. Это, конечно же, отражается на работе. Да и что говорить, мы даже в город ездили, чтобы просто зарядить телефоны. Но надеюсь, что подобные неудобства, они ушли в прошлое, потому что недавно бренд Redwerk сделал нам отличный подарок. Пойдемте покажу какой. Вот он, этот красавец, генератор бензиновый на 2,8 киловатта. Его вполне хватит на всякие бытовые нужды по дому. Утюг, пылесос, электропечка и так далее. Или, например, чтобы работать с каким-либо электроинструментом в саду или на даче. Болгарка, дрель, пила, что угодно. Здесь четырехтактный двигатель с низким расходом топлива, который может работать без перерыва до 9 часов, представьте себе. Ну и довольно-таки немаленький бак на 15 литров, поэтому можно заправить его и не подходить весь день. В комплекте идет инструкция, свечной ключ и вот такая одна симпатичная вилка. Я буду работать с генератором впервые в своей жизни, поэтому мне очень понравилось, что здесь все на русском языке. Есть разные индикаторы, также предупреждения здесь и здесь. Например, в одном из них говорится, что как только уровень моторного масла будет слишком низким, система предупреждения о недостатке моторного масла автоматически остановит двигатель, чтобы защитить его от повреждения. Для меня это очень важно, потому что частенько бывает, что я где-то заработаюсь, отвлекусь, про что-то забуду, а так ничего плохого не случится и генератор будет в исправности. Ну что, уже не терпится проверить его и запустить. Заливаем 92-й бензин. Теперь масло САЕ 30. Вот здесь находится эта горловинка. Всегда так переживаю перед первым запуском, но думаю, заведется. Перед тем, как проверять напряжение, да, или что-то подключать, говорят, что нужно, чтобы он парочку минут поработал в холостую. Несколько минут он уже поработал. Теперь попробую включить электролобзик и проверить, как будет работать или нет.
Отлично, все работает. Замечательная вещь. Думаю, не раз она еще пригодится нам в хозяйстве. Здорово. А если вам тоже понравилась такая штука и вы захотите ее приобрести, то можете перейти по ссылочке в описании под этим видео. Ну а я пойду работать дальше. Люстра ждет. Ну а теперь выбираем 6 штук и пробуем собирать соту. Хоть бы получилось. Переживаю. Да, здесь пару градусов в какую-то одну сторону. И уже, да, не получится. Собираем все грани. Здорово. Отлично. Ну, может быть, маленькие щелки остались, но это нам не помешает. Да, мы потом подшлифуем, подзамажем, и будет все идеально. Ну а теперь все грани соты мы приклеим на клей Момент Столер, как раз для дерева. Сколько раз я пробовал этот клей, вообще держит идеально. Ну я доволен, скажу, что переживал, получится или не получится такая сота. И вот так по краю аккуратненько наносим, а потом все это вместе соединим. И теперь снова соту собираем, но уже хорошенько прижимая друг к другу все грани, чтобы было очень плотно и клей хорошо схватился. И оставим часа на 3-4. Думаю, если на солнышке, то она побыстрее высохнет. Если в тени, то может надольше оставить. Так, клей уже высох. А теперь для надежности собьем все уголки вот такими небольшими гвоздиками. Гвоздики без шляпки, поэтому они будут совсем незаметные. И хорошо, что они длинные. Забьются сразу две стороны. Дальше, чтобы люстра хорошо выглядела, нам необходимо шпаклевкой по дереву замазать вот все эти щели. Их немного, но они все-таки есть и будут портить вид изделия. Поэтому так аккуратненько позаделаю все щели, а потом зашлифуем. Теперь аккуратненько зашлифуем некрасивые края. В общем, пока я тут клеила плинтус, ко мне пришли мои новые пешеходы. Посмотрите, наши котятки уже так подросли и ходят, бегают из своей комнатки, из своей конуры выбегают за мамой. Смотрите, какие потешные они уже. Конечно, Тома волнуется за них, но они взрослеют. Не по дням, а по часам, да, Тома? Вот такие мы уже взрослые. Веснушка, персик, игривые.
Смотрите. Вот так, нам все интересно. Нам так все интересно. Мы такие любознательные, да? Смотрите, бегут, бегут, бегут. Услышали мамку. Возле нашей груши нашли маленькую голубку. А мы вон смотрим, сидят две взрослых, даже три. Но гнезда не видно. Не знаю, что делать. Может быть, такое небольшое гнездышко сделать и повесить туда, на дерево повыше, чтобы коты и собаки не достали. Покажи ей, Полечка, глянь, какая бедненькая. Она испуганная. Наверное, мы посадим ее в старую кормушку. Вот сюда вниз. Так, сиди. И накроем еще от дождя. Может, она будет прятаться? Ну так, наполовину, да? Захочет, сюда выглянет. Не захочет, не выглянет. И тогда на дерево. Сейчас ее засуну повыше, чтобы собаки и коты не добрались. Так, сюда вот наверх. Думаем, здесь никто не доберется. И крышечкой накроем от дождя. Раз. А сами будем регулярно приходить и заглядывать. Может, даже какой-то червячка, да, или зернышко, что она будет. Если когда будем перекапывать огород где-нибудь, туда занесем. А вон сидит и мамаша. Да, я покажу. Видите, вот там выше сидит. Может, она уже будет кормить ее. Ну, посмотрим. Ждет. Да, когда мы уйдем. Следующий этап, чтобы сюда вставлялся светильник, нужно поместить сердцевину. Ее мы сделаем из вот такой мебельной доски. Поэтому поместим сверху соту и обрисуем, чтобы было понятно, где нужно обрезать. Вырежем этот шестигранник на торцовочной пиле. Проверяем, влазит или нет. Идеально. Подошло время устанавливать в середину светильник. Для этого отмеряем середину с каждой стороны. Вот, и сделаем такой крестик, чтобы не ошибиться. Если у нас 20, то середина примерно будет 10. Я даже без линейки вот правильно нарисовал. Так же самое здесь. Ага, примерно 10. И с третьей стороны. И теперь точно будем знать, где вырезать. Идеально. 10. В прошлом видео я уже показывал вам набор своих коронок. Взял их за 319 рублей, но они уже пригождаются мне второй раз. Тогда я использовал 54 миллиметра. Но сегодня на светильник
наверное, понадобится 57. Так, сейчас установлю его и будем делать нужные отверстия. Все, на месте. Ну а теперь проверяем, подходит ли светильник. Так, оп, идеально. Гляньте, как красивенько. И ровно по центру. И у таких сот еще мы сделаем 4, 5 или может быть даже 6 штук, чтобы сформировать разные фигуры и посмотреть, как будет красивее, какая люстра и с каким узором. 7 сот мы сделали, а теперь нужно вот эти шестигранники, да, утопить примерно на 2,5 сантиметра. Некоторые шестигранники сидят не так плотно, как тот первый, поэтому мы закрепим с помощью гвоздиков каждую сторону. И тогда уже точно будет надежно. Супер. Теперь точно никуда не денется. Вот такие 7 сот у нас получились. Ровненькие, красивенькие. Теперь нужно расположить их правильно, чтобы получилась такая красивая люстра. Не знаю, я предложу 3 варианта, выберу свой один, а вы скажете, может быть, другой был на самом деле красивее. Первый вариант — это просто выложить в длину такую чурчхелу, как говорится. Ну, может быть, тут все 7 не влезет. Да? Ну, вот так. Поняли, да? Вот так в длину. Такая длинненькая люстра. Еще есть вариант расположить их вот так. Вот так. Или же вариант, который мы хотим попробовать. То есть одна сота в середине, а все остальные по краям. Вот так. Раз. 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 И последний сюда. Не знаю, мне такой вариант кажется более симпатичный. Дальше мы будем покрывать все соты акриловым лаком. Соты обычно они желтые, да? Но у нас самый приближенный к желтому цвету акриловый лак — это цвет дуб. Ну такой, да, желто-коричневый. Ну, думаю, будет довольно симпатично. Нашла в кладовке кусочек линолеума. Когда-то мы его использовали как накладку на подоконник в нашей спальне. Так сделали. И я думаю, то же самое сделать здесь в коридоре. Мы пока окна еще не меняем. И подоконники, ну, такие вот себе. И так как предостаточно еще осталось этого кусочка, я сделаю накладки на вот эти вот подоконники. Так, вот такая ширина. Подоконник будет выглядеть намного чище визуально и симпатичней. Так, как же нам вырезать и сделать правильно? Ведь здесь очень много вот таких вот оборотиков, уголков. Сейчас я сделаю лекало. Необходим вот такой вот листик формата А4 и карандаш простой. Вот так прикладываю. О, и начинаю обрисовывать. Это делать несложно. Вот так все получается, очень просто. Эта бумага податливая
И легко вырезать потом будет лекало. Вот такие вот лекала получились у меня в виде корабликов. Покажу сейчас, как это работает. Вот так прикладываем. И все одинаково, ровно. Все, выкройки в своей я уверена. И теперь переносим его на линолеум, обрисовываем выкройку с помощью простого карандаша. Итак, вот такие получились у меня накладки. Сейчас мы их с вами разложим на подоконник и посмотрим, что у нас получилось. Так. Раз и два. Вот такая красота получилась у нас. И намного вид стал намного аккуратнее. Все тут хорошо, замечательно. Ну, получился немножко такой вот зазор. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. С этим подоконником вообще тут дела очень-очень плохи. Я пыталась его как-то в прошлом году реставрировать. Слой шпаклевки нанесла на него. Но, как видите, спустя время из-за погоды все отслоилось. В общем, сейчас я ее уберу. И ситуацию спасет вот эта вот накладочка. Все, красота. Моя любимая фраза: результатом я довольна. Так, немного здесь задираются края, но мы это выровняем дело с помощью наших вот обувных кремов и щетки. Выровняется угол, я потом все это уберу. Меня такая идея посетила. Я принесла с улицы кашпо с такими цветочками. Думаю, почему бы не украсить это окошко вот таким кашпо. Так, сейчас прикручу крючочек и посмотрим, как у нас получится. Повесим наше кашпо. Ой, ой. Так, цветочки, чтобы тут не придавить. Ух ты, какая красота. Следующее, что мы сделаем, мы соединим все эти отдельные соты вместе с помощью саморезов и шуруповерта. Это внутренняя сторона, которая будет к потолку, и ее не будет видно. Поэтому можем смело закручивать, и даже если немножко криво пойдет, то ничего страшного. Вот, отлично. И так со всех сторон. Здесь, здесь, здесь и здесь. Вот такая красота получается. Смотрите, здорово, да? И теперь можно уже идти в дом и заниматься электрикой. Вставлять светильники, подводить проводку и вешать на место. Надеюсь, что будет красиво. Вот наша люстра. Сейчас будем вставлять светильники. Сразу центральный вставлю. Самый красивый, самый важный. Оп. А теперь все остальные. Альфа, идем на поле? Да? В прошлых видео мы показывали, как обрабатываем собачек от клещей, и вы спрашивали, защищаем ли мы себя от клещей. Конечно же, мы уже на протяжении вот последнего года и в этом году закупились вот такими вот спреями от клещей, комаров, разных букашек. Вот, один флакончик стоит сейчас 225 рублей. Если раньше нам хватало одного флакона на все лето, ну или на период, пока клещи, то сейчас мы покупаем по несколько таких флаконов и обрабатываем себя и идем уже гулять с собаками где-то там в поле, либо в сад посидеть. Вот так это происходит. Хоть и сильный ветер сегодня, но что-то попало на меня, уже защитилась от клещей. Альфуша, пойдем. Пойдем.
Так, у нас все травкой зарастает. Ну пусть еще подрастет, потом будем скашивать ее. В общем, у нас сегодня сильный ветер. Как вы знаете, это наше поле. Здесь мы уже посадили картошку, кукурузу. И вот такой вот пятачок у нас здесь. Я посеяла семена кабачков. У меня были старые семена, и я думаю, посею, взойдут, не взойдут, ничего страшного. В общем, проходит время, Рома говорит: Вика, что у тебя там творится? Иди посмотри. В общем, оказались эти старые семена довольно-таки прогрессивными. И смотрите, они оптом все всходят. Я, конечно, не ожидала такого прогресса. Ну, что ж, придется их пересаживать. Действительно, я их посеяла очень много, не по 5 штучек, как обычно я высаживаю, высеиваю. А вот я их все здесь много насеяла. Ой-ой-ой, смотрите, сколько их. Ну что ж, у нас поле большое, я их зайдут, и я их там пересажу. И здесь вообще целый лес зашел. Ой-ой-ой, смотрите, сколько их тут. Так что дала надежду старым семенам и получу, надеюсь, что получу хороший урожай. Только надо все это, конечно, пересадить. В этом году у нас еще хорошо разрослась ежевика, вот в этой части и в конце поля тоже там кусты ежевики. Ну, стали за ней ухаживать, надеемся, что скоро у нас будут ягодки ежевики. А теперь вставляем лампочки. Я их взял на 7 ватт, такие не сильно яркие, потому что их будет целых 7 штук. Для этого вытаскиваем внутреннюю пружинку, так двумя пальцами раз, соединяем и вытаскиваем. Вставляем саму лампу, придерживаем с другой стороны и вставляем обратно пружинку. Не всегда это бывает просто, потому что она такая неуловимая. Но если раз-два попробовать, то должно получиться. О, все, на месте. Красота. Тот же маневр проделываем с другими пружинками. Раз. Оп. Теперь переворачиваем и будем заниматься проводкой. Опа. Теперь на каждую лампу одеваем вот такие переходнички. Так, самое главное попадать в них. Есть. Подсоединил я все светильники и сейчас расскажу, как я это сделал. Чтобы все лампочки светили одинаково, я выбрал не последовательное, а параллельное соединение. Чтобы легче было подсоединять их через вот такие клеммы, я сгруппировал их по 3 штуки. Здесь 3 и здесь 3. А также отдельно середина, 7. И вот здесь уже идет выход на саму проводку, на выключатель. Взял удлинитель. И сейчас я его поставлю и вообще проверю, будет ли он работать или нет. Правильно ли я подсоединил или какую-то ошибку допустил. А ну, смотрите, подключаю. Страшно, конечно. Оба! Нормально светит, да? Ярко. Для спальни должно хватить. Оп. А сейчас покажу, как мы будем подвешивать эту люстру к потолку. Весит она не сильно много, наверное, килограмм 10 всего лишь, поэтому, думаю, таких крючков будет достаточно. Эти будут закручиваться в потолок, а эти в саму люстру. Чтобы люстра не перекашивалась, крючки мы будем закручивать в эти дальние края соты через одну. Такой треугольник сделаем. Здесь, здесь и вот здесь. Практически на всю резьбу. Подошло время вешать нашу новую люстру вместо этой старой. Сейчас тогда вырублю свет, ее откручу и будем вешать. Придержу ее. Так, снимаем аккуратненько. Для того, чтобы Рома мог сделать
правильные дырочки в потолке для вот этих крючков, нам нужно сделать отпечаток от этих крючков. Чем мы их будем делать? А делать мы их будем с помощью жидкой красной яркой помадой. Вот так сейчас я намажу здесь и вот здесь. Все. И сейчас мы отметим, где будем сверлить. Оба. Есть. Вот так. Есть. Ага. Отмерилась, да? Угу. Отметилась. Вон. Отпечаталась. Вон. И третий. Хорошая штукатурка у нас, да? Да, не хочет, да? О, есть. И теперь закручиваем крючки на максимально, на всю резьбу в потолок. Плоскогубцами будет еще надежнее. О, Есть. красота. Так, и последний крючочек вешаем. Оп. О, на месте висит. Уверенно? Здорово. Так, ну что, проверяем? Проверяем. Хоть бы работало. Так, включаю. Ого! Оба! Вот это прожектор! Не, отлично. Вот так становишься и как в фильмах, да? Я как красиво. Особенно снизу красиво. А мне и так нравится. Прям вот по-дачному, такая дачная, настоящая спальня теперь у нас. Мне очень нравится, Рома. Здорово. Да. Нам эта люстра очень понравилась. А если вам тоже, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх и напишите свой отличный комментарий. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Также у нас есть телеграм-канал, ссылочку на который мы оставим в комментариях под этим видео. Ну, а на этом мы будем заканчивать наше видео. До новых встреч, дорогие друзья! Пока-пока!